Здравствуйте. Сегодня поговорим с вами о такой ситуации. Предположим, подходят к вам какие-то люди и предлагают пройти с ними. Что делать, как действовать? Если это люди в форме, например, в форме сотрудников милиции, наверное, вопрос не возникает, по крайней мере, кто они. Если они в гражданской форме одежды, вы имеете полное право и, наверное, должны это сделать, спросить, кто же они и что им от вас нужно. Сотрудники милиции либо иного правоохранительного органа обязательно представятся. Возможно, даже предъявят удостоверение по вашему требованию, но представиться это однозначно. То есть назовут орган, который они представляют, свою фамилию, имя, отчество. И следующее, что нужно выяснить, все-таки для чего вас просят пройти с ними. Что это? Задержание, либо вас нужно опросить, допросить по какому-либо вопросу. Так вот, если вам сказали, что вы задержаны, значит, это задержание. Ни в коем случае нельзя сопротивляться. Если вы удостоверились, что это сотрудники правоохранительных органов, вы должны выполнять их законные указания. Итак, что же такое задержание? Задержание – это фактическое ваше задержание, то есть какое-то ограничение вашей свободы, и доставление в орган, например, уголовного преследования, орган, ведущий административный процесс, и кратковременное содержание под стражей. Вот все, что охватывается понятием задержания. Регламентируется этот процесс либо процессуально-исполнительным кодексом о административных правонарушениях, статья 8.2 этого кодекса, либо статьей 108 Уголовно-процессуального кодекса. Кто может вас задержать? Понятно, что сотрудники правоохранительных органов. Гипотетически вас не может задерживать никто иной, например, охранник в магазине. Но есть исключение из этого правила. В принципе, любой гражданин, если видит, что вы совершаете правонарушение или преступление, может вас задержать и передать сотрудникам правоохранительных органов. За что могут вас задержать? Если мы рассматриваем законодательство, например, в рамках административного процесса, это первое – пресечение противоправной деятельности. Если что-то вы совершаете противоправное, понятно, могут вас задержать. Задержать вас могут для составления протокола об административном правонарушении, если его составление на месте по какой-то причине невозможно. Могут вас задержать для установления личности. Вас попросили представиться, вы не представились, либо есть сомнение, что вы представились не тем лицом, у вас нет при себе документов. Могут задержать для обеспечения вашего участия в процессе, скажем так, административном. Могут задержать для пресечения сокрытия вами или уничтожения каких-то доказательств. Либо для обеспечения исполнения вашего наказания, скажем так, в виде административного ареста. Вот это то, что указано в законе как основание для задержания. Если речь идет о уголовном преследовании, то задержать могут лицо, если оно застигнуто в момент совершения преступления, либо непосредственно после совершения преступления. То есть, опять же, то же самое. Что-то вы совершаете незаконно, уголовно наказуемое, вас задерживают. Если очевидцы происшествия, то есть тот, кто видел, был рядом, укажут тут на это лицо, как на лицо, совершившее данное деяние. Если на лице, либо на вещах, одежде имеются следы преступления, то есть идет человек весь в крови, есть основания для задержания такого лица. Также, как основание, может быть наличие иных достаточных оснований подозревать человека в совершении преступления, но только в том случае, если это лицо, то есть этот человек пытается скрыться от органа уголовного преследования, либо от милиции, либо
выясняется, что он не имеет постоянного места жительства или проживает в другой местности, или вообще не установлена его личность. На какое время могут задержать? Если задержание идет в рамках административного процесса, то этот срок составляет 3 часа, то есть не более 3 часов. Однако в некоторых случаях задержать вас могут и на более длительный период времени, скажем, до 72 часов. Но, например, если за совершенное правонарушение предполагается наказание в виде ареста или депортации. Например, если лицо, которое задержано, находится в состоянии алкогольного опьянения, и тогда задержание может длиться до момента вытрезвления такого лица. Если задержание происходит в рамках возбужденного уголовного дела, то есть уже в рамках уголовного процесса, то задержание может длиться до 72 часов, то есть 3 суток, либо по некоторым категориям преступлений, скажем, особо тяжких, и до 10 суток может длиться такое задержание. Нужно отличать задержание от меры пресечения. Мера пресечения, она применяется, скажем, в уголовном процессе в виде содержания под стражей, скажем так. Она применяется только к обвиняемому по уголовному делу. И задержание отличается от этой меры пресечения. О мерах пресечения, возможно, мы поговорим где-нибудь в следующих роликах. Где вас могут содержать? Могут содержать задержанное лицо в зданиях ГОВД, РОВД, в специально отведенных для этого помещениях, как правило, возле дежурной части, либо в изоляторах временного содержания, специально отведенных для этого местах. И главное, что нужно помнить, то, что как только вас задерживают, как только вам объявили о том, что вы задержаны, во-первых, с этого момента начинает течь срок вашего фактического задержания. То есть, если вам на улице сказали, что мы вас задерживаем, потом привели в РОВД и только через 3 часа начинают составлять протокол о задержании и указывают время на 3 часа позже вашего задержания, это неправильно. Там должно быть указано то время, когда вам сказали, что вы задержаны и вы не имеете права никуда уйти. И что немаловажно помнить, с момента задержания вы имеете право на юридическую помощь. Есть у нас статья 62 Конституции. Кроме этой нормы основополагающей, и иные нормы права предусматривают, дают вам право на юридическую помощь, и вы вправе требовать адвоката, требовать, чтобы вам предоставили защитника, адвоката. Вкратце, пожалуй, все на сегодня. Всего доброго.